Представьте себе теплый летний вечер. Воздух густой и влажный, предвещая дождь. И вдруг небо разверзается. Крупные капли дождя, каждая крошечная сфера воды, обрушиваются на землю, выбивая хаотичный ритм на крышах и листьях. По мере того, как дождь усиливается, мостовая превращается в зеркало, отражая искаженный городской пейзаж. Каждая капля, ударяясь о поверхность, создает миниатюрный взрыв, брызги воды, вспыхивающие мимолетной короной. Эти круги, расходящиеся концентрическими кругами, несут энергию упавшей капли. Эта знакомая сцена, летний ливень, хранит в себе тонкое эхо скрытого мира. Мира гораздо более странного и основополагающего, чем наш повседневный опыт. Это мир квантового. Давайте теперь совершим путешествие от макроскопического к микроскопическому, сжимаясь до уровня, где знакомые законы физики, кажется, искажаются и даже нарушаются. Мы оказываемся в пространстве между атомами, кажущейся пустоте. Но эта пустота – иллюзия. Квантовый вакуум, далекий от инертности и безжизненности, кипит активностью. Он подобен спокойной глади пруда, которая под водой кишит невидимой жизнью. Здесь, в этом субатомном мире, частицы – это не крошечные бильярдные шары, а скорее возбуждение квантовых полей, подобно ряби на самой ткани пространства-времени. И подобно тому, как поверхность пруда никогда не бывает идеально спокойной, квантовый вакуум жив постоянными флуктуациями, непрерывным танцем рождения и уничтожения. Представьте, что вы бросаете камешек в тихий пруд. Удар создает рябь, которая распространяется по поверхности. Подобным образом квантовый вакуум наполнен своим видом ряби, известной как квантовые флуктуации. Эти флуктуации – это не возмущение в физической среде, подобной воде, а скорее временные изменения энергии самого вакуума. Эти энергетические флуктуации могут на короткое время порождать пары частиц и античастиц, которые затем почти сразу же аннигилируют друг друга, возвращая свою энергию обратно в вакуум. Эти эфемерные пары частиц, известные как виртуальные частицы, существуют в течение мимолетных мгновений, подобно искрам от огня, и исчезают так же быстро, как и появляются. Хотя и мимолетные, эти квантовые флуктуации имеют глубокие последствия для нашего понимания Вселенной. В этой квантовой пене появляется странный набор персонажей, квазичастицы. Это не частицы в традиционном смысле, как электроны или кварки, строительные блоки материи. Вместо этого это коллективные возбуждения, возникающие в результате взаимодействия частиц внутри квантового вакуума. Представьте себе звуковую волну, проходящую через воздух. Сама звуковая волна не является физическим объектом, а представляет собой возмущение, картину сжатий и разрежений, которая распространяется через молекулы воздуха. Подобным образом квазичастицы – это возмущение или возбуждение, которые распространяются через квантовый вакуум. Двумя важными типами квазичастиц
являются фононы и ротоны. Фононы подобны звуковым волнам, представляя собой коллективные колебания частиц в среде. Ротоны, с другой стороны, подобны крошечным водоворотам, представляя собой вращательное движение внутри квантовой жидкости. Эти квазичастицы, хотя и эфемерны, играют решающую роль в понимании поведения материи при экстремально низких температурах. Раздел 5. Море виртуальных частиц. Рождение и уничтожение. Квантовый вакуум – это не просто пассивный фон для этих мимолетных частиц и квазичастиц. Это динамичное, бурлящее море активности, где частицы постоянно рождаются и уничтожаются. Этот процесс обусловлен принципом неопределенности Гейзенберга, одним из краеугольных камней квантовой механики. Принцип неопределенности гласит, что некоторые пары физических величин, такие как энергия и время, или положение и импульс, не могут быть известны с абсолютной точностью одновременно. Эта инхерентная неопределенность в энергии означает, что даже в идеальном вакууме с нулевой энергией в среднем всегда будут небольшие флуктуации энергии в течение очень коротких периодов времени. Эти флуктуации энергии могут на короткое время создавать пары частица-античастица, которые затем аннигилируют друг друга, возвращая заимствованную энергию обратно в вакуум. Этот постоянный танец рождения и уничтожения является фундаментальной особенностью квантового вакуума. Раздел 6. Подсчет невидимого. Плотность частиц в вакууме. Учитывая этот постоянный круговорот виртуальных частиц, можно задаться вопросом, сколько частиц находится в вакууме. Оказывается, что вычисление плотности частиц в вакууме – дело хитрое, чреватое теоретическими трудностями. Квантовая теория поля – теоретическая основа, объединяющая квантовую механику со специальной теорией относительности, предоставляет инструменты для оценки этой плотности. Однако эти расчеты, как известно, сложны и часто приводят к расходящимся результатам, предполагая бесконечную плотность частиц. Хотя эти бесконечности создают теоретические проблемы, физики разработали методы, подобные перенормировке, чтобы извлекать значимые физические предсказания из этих, казалось бы, бессмысленных результатов. Несмотря на эти трудности, понимание плотности частиц в вакууме имеет решающее значение для понимания таких явлений, как эффект Казимира и космологическое постоянное. Раздел 7. Вопрос дисбаланса, барионная асимметрия. Одной из самых глубоких загадок физики является преобладание материи над антиматерией в наблюдаемой Вселенной. В конце концов, согласно нашему нынешнему пониманию физики элементарных частиц, Большой взрыв должен был создать равное количество материи и антиматерии. И все же мы живем во Вселенной, где доминирует материя. Этот дисбаланс, известный как барионная асимметрия, предполагает, что какой-то неизвестный механизм должен был склонить чашу весов в пользу материи на заре существования Вселенной. Одна из интригующих возможностей заключается в том,
что ответ кроется в самом квантовом вакууме. Советский физик Андрей Сахаров предположил, что сочетание трех условий может привести к этой асимметрии: нарушение сохранения барионного числа, нарушение CP-симметрии и отклонение от теплового равновесия. Хотя стандартная модель физики элементарных частиц не дает полного объяснения этим условиям, расширения стандартной модели, такие как теории Великого Объединения, предлагают потенциальные объяснения того, как эти нарушения могли возникнуть в ранней Вселенной, потенциально объясняя происхождение материи, которую мы видим вокруг нас. Раздел 8. Объединяющие силы. Квантовый вакуум и фундаментальная физика. Квантовый вакуум – это не просто странное царство виртуальных частиц и мимолетных возбуждений. Он играет фундаментальную роль в нашем понимании Вселенной на самом фундаментальном уровне. Это сцена, на которой разворачивается драма физики элементарных частиц. Например, квантовый вакуум тесно связан с концепцией спонтанного нарушения симметрии, механизмом, с помощью которого фундаментальные силы, такие как электромагнитная и слабая ядерная силы, дифференцируются при низких энергиях. Это нарушение симметрии, которое, как считается, произошло в ранней Вселенной, имеет решающее значение для нашего понимания эволюции космоса. Более того, квантовый вакуум также тесно связан с космологической постоянной, термином в уравнениях общей теории относительности Эйнштейна, который представляет собой плотность энергии пустого пространства. Понимание природы этой постоянной, которая, как показывают наблюдения, мало, но не равна нулю. Раздел 9. Наследие открытий. Пионеры квантового вакуума. Концепция квантового вакуума, как и многие идеи в квантовой физике, возникла в результате коллективных усилий блестящих умов, бьющихся над глубочайшими тайнами Вселенной. Поль Дирак, один из отцов-основателей квантовой механики, сыграл ключевую роль в разработке теории квантового вакуума. Его работа над уравнением Дирака, которая описывает поведение релятивистских электронов, предсказала существование антиматерии, что является глубоким следствием квантовой природы вакуума. Вернер Гейзенберг, известный своим принципом неопределенности, также внес значительный вклад в наше понимание квантового вакуума. Его работа над квантовой теорией поля заложила основу нашего современного представления о вакууме как о динамичной сущности, кишащей виртуальными частицами. Ричард Фейнман, известный своей интегральной формулировкой квантовой механики и своим шутливым подходом к физике, разработал мощные инструменты для расчета процессов с участием виртуальных частиц, углубив наше понимание роли квантового вакуума во взаимодействиях частиц. Раздел 10. Невидимый архитектор. Роль квантового вакуума во Вселенной. Квантовый вакуум хоть и невидим, но далеко не незначителен. Он – безмолвный дирижер симфонии Вселенной, формирующий космос от мельчайших масштабов до самых больших.
его флуктуации, эти мимолетные всплески энергии могут хранить ключ к пониманию происхождения самой материи, преобладания материи над антиматерией и самой структуры Вселенной, которую мы наблюдаем. Квантовый вакуум – это глубокое напоминание о том, что пустота – это иллюзия, что пустота кишит потенциалом, семенами творения и уничтожения. По мере того, как мы углубляемся в квантовое царство, мы обязательно обнаружим еще больше сюрпризов, раскрывая скрытые связи между этим странным царством и самой тканью реальности. Квантовый вакуум, когда-то считавшийся теоретическим курьезом, теперь признан фундаментальным ингредиентом в нашем стремлении разгадать глубочайшие тайны космоса.